Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Mankind Divided, и в прошлый раз я разобрался с Драгомиром, который вот здесь вот был, и его группой по подделке документов и прочей фигни, и, видимо, я все-таки могу обыскать копа. Окей. Главное, чтобы этого другие копы не видели, возможно. Или, может быть, я просто могу его обыскать. Независимо от чего. Мне... Есть ли смысл с ней еще раз поговорить? Нет? You should be in Golem City with all the rest of your terrorist friends. Sometimes you have to stand up to people. Do the right thing. По-моему, у тебя раньше был шлем. Ну да ладно. Также у меня есть еще один праксис, но я, по-моему, не могу их все еще тратить, или могу, потому что здесь у меня, да, здесь у меня какие-то глюки, так что мне нужно сначала разобраться с этим квестом. Но я подозреваю, это все меня приведет к этому квесту. К этому квесту за закрытой дверью. Но за закрытой дверью с рейтингом безопасности 1. Окей. Окей. Access granted. С этой стороны, наверное, это немножко более стелсово можно пройти. Или, может быть, нет. Посмотрим. Ну, по крайней мере, я сразу на той стороне, на которой мне нужно быть. Так, на этот раз я заранее эквипну все свое оружие и перезаряжу его. Это, по-моему, хороший план. Также, может быть, имеет смысл съесть батарейку. Я знаю, что здесь можно каким-то образом что-то делать с оружием. Типа переключать ему режимы стрельбы и прочее. Электромагнитные патроны, стандартные патроны. Ну-ка, быстренько настройки. Так. Укрытие, стрелять, режим прицела, перезарядка гранат... Управление оружием. Угу. Так, ну-ка. Не меняется? Не меняется. Окей. Но если не меняется, то я ничего с этим не сделаю. Ладно, но в руки я пока что возьму электромагнитный пистолет. Нет, не замечай. Ну, он заметил, но не заметил. И нет, я все-таки не на той стороне, где мне нужно быть, черт. Что же делать? Что же делать? Упс. Это не то, куда я хотел падать. Но зато чувак теперь сюда идет. И это очень хорошо. Но он недостаточно сюда идет. Черт. Ну, это тоже сойдет. Я могу просто открыть дверь. Не, ну открыть дверь я, конечно, могу. Но я не уверен, что мне это сейчас нужно. Хотя, может быть. Очень даже, может быть, это мне сейчас нужно. Так, ну где-то очень далеко есть нужный мне союзный чувак. Но по пути есть огромная толпа враждебных чуваков. Это может быть проблемой.
Вот они тут стреляют и стреляют, но я уверен, что если я выстрелю, то они сразу услышат, что это именно я выстрелил, а не один из них. Окей, чувак. Отдохни. Теперь и этот чувак. Вроде бы никто не смотрит в его сторону. Черт. Ну, сверху меня заметили слегка, но слегка. Ладно, я пока что могу обыскать этого чувака и подобрать патроны к пистолету. Ага, этот меня замечал тогда. Ну его я, наверное, могу просто вырубить. Или с улицы. Поиск здесь потому, что меня заметили, или потому что здесь, в принципе, они все подряд обыскивают? Видимо, они меня все-таки или труп заметили, или меня, или еще что-нибудь подобное. Окей. Ты отдохни. Труп. Почему ты не двигаешься, когда тебя просят? Оу. Черт. Проблема. Определенно проблема. Ну, тогда можно попытаться всех убить, но это не особенно хорошо получится. Окей. Не уверен, что мне нужно было это все. В плане всякого там зрения и прочей фигни. Так, да, я могу сожрать обезболивающего, чтобы быстро восстановить жизнь. Хай. И тебе хай. Черт, они же сейчас будут поднимать тех, кого я поврубал. Умри. Сойдет. И остальные на втором этаже. 3 противника. Да. О, недостаточно энергии. Нет, почему, зачем? То есть я понимаю, почему, зачем. Потому что она кончилась. Но все-таки. Хай. Упс. Я сказал хай. Ну, я их всех убил. Точнее, я часть вырубил, часть убил. И это было относительно весело, но немножко опасно. Ну и норм.
Также у меня все еще проблемы с управлением в том плане, что я там включаю-выключаю зрение вместо того, чтобы зайти-выйти из укрытия. И все тому подобное. Но... увы. Ну, видимо, мне сюда. Или... Jensen! Thank God! I'm down in the dungeon, man. You remember the title of my super secret book, right? I remember it's red. Окей. Но компьютер я все равно хакну, если я... Нет, я не смогу, потому что он здорово. Ну или, возможно, я смогу, но в любом случае. Окей. То есть хозяин книжного магазина на самом деле подпольный доктор по аугментациям. Jensen, my favorite techno wonderkind. Sorry about the goons, man. They didn't give you too much trouble, did they? Nothing I couldn't handle. What do they want? You behind on your protection money? I don't think it's about money. I got this little misunderstanding with their boss, Otar. You know how it is with these gangster types. Enough to know that there's no such thing as a little misunderstanding. Diwali internal politics. I'm gonna get it sorted. Gonna see the big boss myself. As soon as things settle down. The day after a bombing, man, it's... well, I mean, it's scary, right? I'm surprised people go out at all. Sometimes people don't have a choice. My systems took a hit. I was hoping you could help me get everything running again. Took a hit? You mean... oh, shit! Why didn't you say so? We need to get you in the chair. The chair. You know, I've always wanted to get a closer look at those satty fogs of yours. A real close look. So let's strap you in, get the gas going, and then, well, then I just need to sort of dive in. Feel my way around. What exactly are you going to do to me? I'm not sure yet. First, I gotta get in there to see what's wrong. But don't worry. I'm not gonna do anything to you I wouldn't do to myself. I promise. Besides, you've been here a few times. You know I'm professional. You've never had to put me under before. I never saw you the day after an explosion before either. That was a big shock to your system, man. Kaboom! Now, you want me to fix you or not? Hang on a sec, you're gonna put me under for how long? What if the Diwali send reinforcements? Oh, you're just stalling. Those illiterates aren't going to get in here. Don't be scared of the chair, okay? The chair is gentle. I promise. This thing with the Diwali is nothing. Otar's pissing where he shouldn't. I count on you to fix me, Kohler. To some extent, your problems are my problems. That's sweet, Jensen. Otar Botkoveli is the Diwali #2 guy. The men outside, they were his men. But the big boss man is Radic Nikoladze. He is the #1 guy. And I know Radic, so don't worry about it. Now, are we gonna do this procedure or what? Ну окей. Подозрительный он, конечно, слегка. All right, let's just get this over with. Relax, Jensen. It's gonna be fine. You won't even know I'm in there. You'll feel weightless, far away, like you're someone else. But Kohler's gonna bring you back and make you you again. Before you know it.
God. Oh, thank God. Take it easy. I swear I didn't mean to. Your retinal display should be back soon. You can still move, right? What did you... I was trying to connect the unconnected, but you got some strange fucking ogs back there. I mean, I probably shouldn't have. Here, let me get you some water. Or something stronger, maybe? Water. You got it, Jensen. Just ease out. Okay, don't freak out. Rebooting was the only way to save you. Save me from what, Kohler? Core meltdown. You almost melted my chair. So I reset you, and I found these, I think it's better if I show you what I found. Bring up your system display. You need to see this for yourself. These are your implants. You're familiar with all these, right? Yeah, David Sarif installed them. Took 2 years for my body to get used to everything. Right. Well, I had to undo some of that getting used to. What's going on, Kohler? Why do I feel different? Something was trying to vampire the juice out of you. I couldn't figure out what until after the reboot. Turns out your Factory Zero is not the standard Factory Zero. What am I looking at? Experimental fucking test dogs, man. Hidden inside your body. You're telling me I got more implants than I thought I did? More than your body can handle. Pretty cool, right? I'm not sure yet. I want to show you what happens when you activate one of these suckers. Так. Допустим. Выстроено клинком. See that? Major spike in your power consumption. Where the hell did these things come from? I can't answer that. All I know is the explosion must have woken them up. But man, you wanna use these crazy fucking things? That's your right. We just gotta make sure it doesn't fry you. Now, I think I maybe got an idea on how to do that. Try shutting down one of your other implants. You know, just for fun. По-моему, тут не влезает кусок текста. Что я могу отключить? Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Навсегда? Я не хочу... Cooled you right down. You have the power to balance your system if you want. Just, you know, don't activate everything all at once. What would happen if I did? Well, you'd suffer some major glitches due to overheating. We're talking risk of permanent damage. So, you know, maybe don't do that. All right. Reset me now, Kohler. I'll reactivate what I need myself. Окей. Okay, so I'm not always gonna be there for you like this. I can't just follow you around to reset things and hold your neural weave together. Whatever choices you make from here on out, they're your choices. Thought you were supposed to be my AUG expert. I specialize in Chinese black market, okay? The shit I found hidden inside you, spliced into your system like that, looks to me like it's from Mars, man. I'm pretty sure they're not from Mars. I feel bad. You deserve answers I can't give you. I can help manage your system better than anyone in Prague. Help you make the most of the new AUGs we just found. But you can't tell me where the hell they came from. As far as I know, David Sarif installed all my AUGs. If there's something inside me I don't know about, he's the one I need to talk to. I am familiar with Sarif's work. These new AUGs, they look different to me. I mean, that neodymium shell. Who uses dimorphic magnetorheological fluid like that? Seriously, if you talk to Sarif, you need to ask him that. Shit really stands out. Pretty fucking cool, actually. Интересно. Why would Sarif have hidden these things inside me? I don't get it. I am not convinced this is a Sarif job. The tech itself is super high-end, but the PDOT insulation, sloppy. The bone mounting, mounted on the quick. Just doesn't have Sarif's touch.
Looks more like a retrofit to me. Something much more recent. Well, what are you thinking? I'm thinking how much I hate being unconscious. You said these additions look recent. How recent? Within the last 2 years, give or take. Something happened to you in that time? I was pulled out of the ocean and put in some facility in Alaska to recover. There's a few months there that... the more I try to remember, the blurrier it gets. Shit, Jensen. That's terrifying. Да, действительно. You ever seen anything like this before? An AUG system that's deliberately hidden like that? I don't know, Jensen. I mean, I heard of people getting the black market treatment before. Pass out in Prague, wake up in Shanghai. But usually they wake up with less AUGs, not more. What exactly makes these AUGs so different from my other ones? They look like experiments, is what? Loose wiring everywhere, man. It's like half of you is untested, unfinished, unbelievable. It's beautiful is what it is. This tune-up went longer than I expected. Let's wrap this up. Right. Here, take some Praxis kits for the trouble. Praxis solves everything. Keeps customers happy. Just remember what I showed you about managing your juice. It's gonna be a balancing act for you. Well, unless... Unless what, Kohler? There could be a way to optimize. It's just... it would involve getting something from Otar. A neuroplasticity calibrator. Да. There's a way for me to use everything I have without compromise. I want to know about it. I was hoping you'd say that. I order all my fancy tech from this illegal catalog, right? But my last shipment got intercepted by Otar Botkoveli. The same Otar whose men were looking for books out there before? I am not going to force you. I want you to want to do it. I want you to want to be an augmented god among men. If that sounds like something that interests you, then you should know that Otar runs an underground casino in the Chisti district. The entrance is in a small courtyard off Hlavny Street. Thanks for the info, Kohler. Thanks for the praxis. Ну окей, теперь у меня есть апгрейды, и теперь у меня есть еще один сайд-квест. И теперь у меня есть выход через канализацию. Окей. После прошлого визита к тебе я испытываю странные симптомы, это неприемлемо. Ты ведь с этим разберешься, да? Жду тебя сегодня вечером. Спросишь Мирославу, она приведет тебя ко мне. Окей. Так. Блин, Монти, ты что со мной сделать хочешь? Смерти моей хочешь, чтобы мне еще больше кошмаров снилось? 2 новых аугментации, которые ты мне оставил, там еще органика прикреплена была. Ты знаешь, что я не задаю вопросов, вопросы меня пугают, вопросы — это плохо. Но когда я вижу куски плоти, зацепившиеся за этот массив, вопросы возникают как-то поневоле. Я же не жнец какой-нибудь долбанный. Знаю, не знал я. Не знал я, что еще делать с техникой. Этих бедолаг убили легавые, я и не хотел, чтобы все оказалось среди вещдоков. Они бы этого и хотели. Ну ладно, окей. Господин Коллер, недавно вы заказали через нас некое оборудование, очень особое медицинское оборудование из Китая. Обычно я не спрашиваю наших клиентов, зачем им то, что они у нас заказывают, я просто обсуждаю условия и делаю дело. Однако обсуждение условий вашей сделки прошло в ход меня. Поэтому хотелось бы что-нибудь прояснить. Я не люблю, когда в делах остаются неясные моменты. Поэтому прежде чем передать вам ваш заказ, нам нужно встретиться и поговорить. Приходите в казино, или я пришлю своих людей, чтобы они проводили вас туда. Окей. Упс. Взять все. Самая опасная семья, семья Двали. Китай по-прежнему занимает 2-е место по распространению организованной преступности, все еще уступая по этому показателю славянским странам. К тому же, после образования в 2016 году Федеративных Штатов России, границы понятия «русская мафия» размылись, и теперь она включает группировки из множества соседних государств. Но чтобы узнать больше об имени, совсем недавно прогремевшем на весь преступный мир, нужно отправиться дальше на запад, в беспокойную Чехию.
Там обосновался картель, уже успевший заслужить славу самой опасной преступной организации в мире — семья Двали. В 2003 году Леван, сын основателя банды криминального авторитета Якова Двали, уехал из родного Батуми в Прагу, где положил начало чешской ветви своего семейного древа. С того времени Двали удалось подмять под себя весь преступный мир Европы. Пользуясь правилом крови, по которому членами банды могут стать только этнические грузины, Леван Двали продолжает криминальное дело своего отца и придает новый смысл понятию организованной преступности 21 века. Окей. Полезные вещи. Через лифт обратно я не могу выйти? Или могу, но не хочу? Наверное, могу, но не хочу. Раз уж показывают выходить сюда, будем выходить сюда. Окей. Также я хочу все-таки... у меня вообще все аугментации отключились. Точно. Ладно, мне нужны глаза. Или это не те глаза? Нет, это не те глаза. Мне нужны вот эти глаза. Да, находящиеся рядом цели. Взгляд сквозь стены. Снижение расхода энергии. Снижение расхода энергии. Подсвечивает полезные предметы в поле зрения. Это мне нужно, потому что без этого все очень нехорошо. И подсветка полезных предметов тоже мне нужна. Праксисов 9 штук. Я снижение энергии тоже накуплю. Так, взлом укрепления мне не нужно. Захват 2-го уровня. 3-го уровня. Пока что я подожду с дальнейшими апгрейдами. И это взлом скрытности, это вот мне более нужно. 3-го уровня. Что еще здесь есть интересный? Инфолинк у меня уже был. Захват, отображение скрытности. Это окей. Лазерный отслеживатель позволяет отмечать цели. Радарная система. Можно было бы взять вот эту хрень. Но пока что не нужно. Инвентарь. Пока что тоже не нужно вроде бы. Что еще здесь интересно? Возможность вырубать двоих сразу, традиционно. Ноги. Прыжки на очень большую высоту. Бесшумные ноги. Бесшумные ноги не нужны. Прыжки на очень большую высоту за 2 праксиса пока не надо. Ладно, пока что я подожду с остальными апгрейдами. Я взял все важное, что я хотел взять сразу. Остальное позже. К чему бы это? Это не то, что я хотел сделать. Вот это то, что я хотел сделать. Привет, Камил, мне жаль, что тебя выселили, ублюдки конченые. За моим магазином есть склад, можешь оставить свое барахло в нем, код к двери 1984. Блин, если хочешь, можешь положить там, только никому, мне левые гости не нужны. Ну, не положил. Jensen, it's Miller. Listen, I need your eyewitness report as soon as possible. What's your ETA? Depends on how many cops ask to see my papers. Fuck. Not much I can do about state police after yesterday's attack. Get in when you can. Miller out. Тут ничего нет. Да. Хотя, стоп, тут есть слабое место в стене. За которым канализация? Интересно. Почему здесь все еще была отметка на входе сюда? И куда делись все трупы? Они ушли? Они стали зомби и ушли и заразят теперь всех остальных? Нет, вряд ли, но все-таки. Взлом. Черт, почему она не двигается мышью? Это так неудобно. О, нет.
Черт. Не та кнопка. Еще разок. Да блин. Trace program initiated. Ну хотя бы так. Access granted. Так, какой-то парень принес мне ящики со старыми плесневелыми книгами. Они пахнут так, будто лет 40 пролежали в подвале. Положите их в какое-то конкретное место. Камил. Тот самый, который умер внизу? Допустим. Привет, машина времени. Должен сообщить вам, что у вас, пожалуй, самая эклектичная коллекция книг, какую я видел. Ваш магазин привел меня в восторг. Настоящая жемчужина не от мира сего. Я не думал, что до сих пор сохранилось так много копий монаха-гедониста, однако мне не удалось найти ни одной копии ближайшего блестящего продолжения. Монах-гедонист идет в частную школу. Нет ли у вас возможности связаться со мной, если в ваш магазин поступит копия? Я мог бы купить ее, когда в следующий раз буду в Праге. Окей. Пожалуйста, подумай о том, что я говорил утром. Я знаю, что тебе нравится там тишина, что ты так можешь обдумывать собственные идеи для истории, но ты такая умная, талантливая девушка, ты достоин гораздо больше, чем работать на Ауга. Никто уже не покупает книги. Окей. Что-нибудь еще интересное здесь есть? Кроме газет. Окей, это что-то достаточно интересное. Это тоже что-то достаточно интересное. Вентиляция — это тоже что-то достаточно интересное. Я не понимаю, что в этой игре с вентиляциями, что в них никогда с первого раза не получается влезть. Видимо, действительно, Дженсен после первой части, после всех этих шоколадок, слишком толстый. Туда я не допрыгну, черт. Anomaly detected. Ой. Access granted. Что, груз редких печатных книг, над сбором которого для машины времени мы так упорно трудились. Правда, приехал вчера на Прагу поездом таким-то из Австрии. Когда произошел теракт. В общем, рип книги. Поезд F-451. Отличное название поезда для того, чтобы взорвать в нем книги. Камил, я проверил для тебя тот пакет. Помнишь, что ты из Китая? Твой босс еще тебе прочил сказать. Пришел на прошлой неделе, но мистер Би не отдает, говорит, пусть твой босс придет в казино и изберет сам. Ладно. Кам, слушай, друг, мне плевать, сколько это стоит, познакомь меня с Коллером. Я знаю, что он эксцентричен, я знаю, что он не клиника-протез, я знаю, что он работает по обе стороны закона, но, блин, сейчас мы, Ауди, уже вне закона. Мои аугментации ухудшаются, я это знаю. Сможет он мне помочь? Мне плевать на КПП или что там еще. Мне нужен полезный человек. Ладно. Оно и должно так пищать? Потому что оно открылось. Видимо, да. Ну, пока что мне здесь больше делать нечего. И мне остается что, идти к Миллеру? Или еще какие-то сайд-квесты у меня есть? Побочные задания. Встретиться с Эдвардом и Иренкой. Где с вторым встретиться? Допросить Сарифа. И отправиться куда-то там, куда-то там. Нет, эта игра определенно странно реагирует на всякие там наклонные поверхности и прочее. Вернусь для начала к Сарифу. Но, скорее всего, он ничего мне про эти аугментации не скажет. Ну, собственно, это мы и так знаем. Biocells, painkillers, right over there. Так, нет, это не моя квартира.
А, моя квартира выше. Понятно. Бег по наклонным поверхностям такой кривой. Возможно, мне стоит закрывать дверь. Adam, what's going on? I didn't expect to hear from you. I didn't expect my doctor to find dormant augs hidden in my system. What? Dormant experimental augs. You wouldn't know anything about that, would you? Adam, you know the decisions I made for you 2 years ago. Yes or no? No! All the work we did on you was above board. You have my word on that. What exactly did you find? Experimental test augs spliced into my system. Kohler said something about a neodymium shell. Who would have designed something like that? God, you've got a Titan aug? It's impossible. It was just a concept. You just said this wasn't you. It wasn't. The DoD showed me schematics 3 years ago and asked me if I thought it could work. It was designed by somebody else, Vadim Orlov. Megan and I interviewed him once, but he wouldn't have fit in. These schematics you saw, don't suppose you kept a copy? They were classified. I never had a copy. The only reason I even saw them was because the Defense Department valued my opinion. Seraph Industries did good work back in the day. When we signed a schematic, you knew it was solid. Orlov? Sounds Russian. Who is he? Why wouldn't he have fit in? He was supposed to be a boy wonder, neuroscience prodigy. Got his master's degree in Moscow, post-grad in the US. His grades were off the chart, but his theories were sketchy at times. Megan said his ethics were questionable. Megan? Megan Reed said that? The woman who gave you my DNA to experiment with? We didn't hire him, Adam. 2 minutes into the interview, and I could tell Orlov didn't like his ideas being challenged by anyone. Least of all, a strong woman like your ex. Okay. I've got to find this guy. Adam, let me track him down for you. I'm leaving for London soon, but I can make phone calls, reach out to people. Seraph Industries may be gone, but my name still carries weight in certain circles. Do it. Contact me by infolink when you have something. I won't let you down on this. I never felt right about losing touch with you after Panchaea. When I heard you'd shown up in Detroit alive a year after everyone thought you were dead. Why didn't you get in touch with us? I couldn't. Rescue crews pulled me out of the ocean and dumped me in a clinic in Alaska. Nobody knew who I was. For a long time, neither did I. My God, son, you don't think... I mean, that could have been when... Find Orlov, Seraph. I've got questions I need answered. I will, I promise. I'll call you. Ну... Окей, это... новая полезная информация. И выполненный на данный момент сайд-квест. Неплохо. Так. К тому чуваку, я так понял... Блин, тут карта, конечно, здесь... Отсюда я не увижу карту всего города. К тому чуваку, на которого у меня сейчас активный сайд-квест, там через метро, по идее, нужно. Правильно? То есть он где-то не здесь. Где именно он не здесь? Он там. Нет, он не там. Но там что-то, что мне тоже нужно. Ладно, тогда я на это пока что переключусь. Как туда попасть, я не уверен. Через метро? Или как? Да, это в любом случае туда. Окей. Я без документов пройду.
Так, куда мне нужно? Туда. А к этому чуваку, скорее всего, не туда. Ладно. Ну, это, конечно, лучше, чем просто загрузка. Но я даже не знаю. Ничего не происходит все равно. Загрузки с текстом о том, что сейчас происходило в игре, которой, когда загружаешь сохранение, по-моему, немножко веселее, чем просто стоять в поезде и ждать. Ну, хотя реалистично. Ну, хотя в реальности обычно в поезде приходится немножко дольше ждать. Окей. Сюда я пойти не могу. Или могу? 4 у меня нет, по-моему. Ладно, в любом случае, пока что я забью. Газета то же самое, что я уже видел. Нет. В результате серии взрывов, прогремевших вчера утром на станции Ружечка, погибли десятки пассажиров. Город напуган и опасается других атак. Поезда, идущие в Прагу, перенаправляются в другие города, а криминалисты осматривают станцию в поисках ответов. Пока нельзя точно сказать, кто виновен в теракте, но тот факт, что ранее в этом году в результате аналогичной атаки был разрушен полицейский участок, приводит нас к мысли, что это были аугментированные, недовольные новыми законами о лицензировании и программы переселения. Конечно, мир следит за Прагой, заявил журналистам пресс-секретарь полиции Алексей Вольнер. И мы изо всех сил работаем над тем, чтобы положить конец этой волне аугментированного террора. К расследованию уже присоединился Интерпол, и я уверен, что благодаря пражской полиции ответственные за теракты скоро окажутся на скамье подсудимых. Коллектив Джаггернаут опубликовал десятки электронных писем, добытые им во время недавней кибератаки. По заверениям Джаггернаута, эти письма доказывают, что Международный валютный фонд держит беднейшие страны мира на экономической мушке в интересах мировой элиты. Однако похоже, что большую часть этой переписки занимают просьбы содержать в порядке офисный холодильник. Ну, эти просьбы как раз все и доказывают. Are you telling me you don't think they should all be moved there? No, nothing like that. I just question the legality of it. Окей. No, that's not the word. Hand it over. You better hope all your paperwork is in order, Hanser. An unauthorized clank in the city could mean big trouble for you. I've got enough trouble as it is. Is that right? 1 second. Central, confirm a BH847. You must have some kind of super weapon under the hood. What I have is a job to do. Oh, do And no not let time me to waste. keep you then. Get moving, asshole. Окей. Нет, это просто снизу все так... Небо такое темное. То я думал, ночь началась, пока я в метро ехал. What's this? Но нет. Ночь не началась. Не, я, конечно, и так могу. В канализацию? Какой-то странный у них вход в подпольное казино. Ладно, пока что я это взломать не буду, если у меня кода нет. У меня есть от чего-то код. Но не от этого. От какого-то такого мини-хранилища, по идее. Возможно, от того, которое в доме Дженсена. Ну да, действительно казино. Сколько денег? Сколько еще денег? Like I'm always telling you, Adam, people in all country are more genuine. They treat each other with respect. If a man has something to say, he says it to your face. Politely. That is what... Listen. Go away, Clegg. We're closed. Oh, he is not here to gamble, Vanna. Are you? You're Otar? I am Mr. Botkovelli, yes. And who are you?
I'm here on behalf of a concerned third party. Oh, you hear that, Mano? Our guest is a very private person. I found it pays to be cautious when you don't know exactly who you're dealing with. That is true. But sometimes it can create problems which could have been avoided had they been more forthcoming. If neither man is willing to compromise, they cannot reach a satisfactory understanding. I would like to avoid any misunderstandings. Good. So in this case, since you already know my name, and no doubt other things about me, I think you owe me the same courtesy. Я не думаю, что говорить ему, что я из Интерпола, это хороший план. Так. I know this. You're clearly an intelligent man. I doubt if there's anything about me you haven't already figured out. Obviously, I'm here on behalf of Vaclav Kolar. He's waiting for a shipment from you. I'm sure this is all just a simple misunderstanding. The only thing I've learned about you so far is that you don't understand the first rule of good relations. They begin with mutual respect. As for Kolar, there was no misunderstanding. He wanted the calibrator, and I refused. The same as I am doing to you. And this is why I do not like dealing with Boggs, Vano. Bad business. Kolar must be desperate to send someone like him. Так. Я даже не знаю. Я даже не знаю. I'm sorry you feel that way, Mr. Botkavelli, but I'm not the kind of man who abandons a friend in need. A wise businessman like you knows that some friendships are worth it. Listen to this man, Vano. He's talking to me about loyalty. You have managed to intrigue me. So tell me, how far would you go for your friend, Kolar? If Kolar needs my help, I'll do whatever needs doing. What do you think, Vano? Could this man be useful? I think he could. It is like I am always telling him, you can get a lot accomplished just by having a conversation. I will let you have the calibrator. Thanks. And what's it gonna cost me? Listen to the man, Vano. Even when he gets what he wants, he does not trust it. What shall we do with such a man? What will it cost? A favor. What kind of favor? Don't worry. I will let you know in due time. It won't be too painful. Not for you. So what do you say? Do we have a deal, Mr. Jensen? We have a deal. Excellent. Upstairs in my office, you will find Kolar's calibrator. I will be in touch. Конечно, то, что я теперь должен услугу местному мафиози, это не очень хорошо. Но я хочу все импланты. All right, Kolar. I've got your neuroplasticity calibrator. That's great! I'm gonna pencil you in for that optimization procedure. Just as soon as I'm done with this house call. What house call? I got this other client, you know, doesn't like to be kept waiting. Neither do I, Kolar. Call me when you're ready. Стан граната.
Заблокированный сейф. Николадзе doesn't find out about this. Ну и нахрена ты так, Never а? expected to see Mr. Botcovelli agree with the offer. You cannot always... Я не думаю, что стоит остальных здесь агрить. Так что я лучше просто пойду отсюда. Так безопаснее. Точно, вентиляция. Не вентиляция, канализация здесь, выход. Так, что у меня с сайд-квестами теперь? Стоп, это выполнено. Почему оно все еще висит в сайд-квестах? Почему это висит в сайд-квестах? Куда делся сайд-квест про тех двоих, которым... А, да, вот это вот как раз, да, это оно и есть про тех двоих, правильно? Золотой билет. Пара поддельных пропусков. Да, тогда я пойду с этим сайд-квестом дальше разбираться. Но я сделаю это в следующем видео. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.